Всем доброго вечера. Собиралась сейчас снимать совершенно другое видео, но поговорю с вами пару минут и еще успею. Увидела такую картину. Вообще меня, если честно, раздражает все эти европейские традиции, обычаи, которые перенесли на эти наши свадьбы. На самом деле, наши традиционные свадьбы вообще всех народов Советского Союза намного интереснее, необычнее, вот патриархальные вот эти наши свадьбы, чем вот эти все одинаковые, однообразные. Ну ладно, тамада, если он ведет, конечно, интересно, еще можно. В принципе, во всех селениях кто-то из старших в роду, самый такой красноречивый, становится тамадой и как бы ведет свадьбу. Но сейчас можно оплатить, есть профессиональный тамада, тоже интересно ведет и весело. Ну, у каждого народа свои обычаи. Я, например, работала тамадой, и совершенно разные свадьбы у татар, у грузин, у русских. Надо знать, уметь. В этом и есть профессионализм, а не просто там какие-то анекдоты рассказывать. Но вот эти вот кидания цветов, об этом уже было сказано. Букет невесты – это собирание ее горести, ее одиночества, ее трудностей и прочее, которую кидают и ловят. И вот все девушки, которые ловили букет невесты, сейчас вспоминайте, после этой свадьбы вы начали болеть. У кого-то кто-то расстался со своим парнем, у кого-то была денежная потеря, кто-то не поступил в институт. Ничего хорошего не случилось. Если этим обошлось, это замечательно. Не ловите в этот букет невесты. Это идиотская традиция, вообще ни о чем. Вы не знаете корней этих традиций. Далее. Обязательно вот этот торт. Этим тортом друг друга кормят, суют эту вилку в рот. Одна насастая невестка из Закавказья или откуда там, я не знаю, какая свадьба, или турецкая была свадьба, так противно жрала этот торт. Танцевала в разные стороны, причем очень несимпатичные. Ну вот есть такой, знаете, крысиная морда у девушек такой. Зубы вперед, нос огромный. Я даже не знаю, как он ее выбрал. Ну, выбрал любовь. Легкомысленно, глупо. Она, значит, пытается его покормить этим тортом. Сама жрет, делает вид, как ей нравится. Стонет, танцует. Отвратительно. Или сколько раз на этих свадьбах бывало, что до конфликтов доходит, когда с этим тортом кормят друг друга, как-то пошутили грубо, там размазали лицо невесте этим тортом, она обижается. Она потом жениха, значит, этим тортом также угощает, он злится, психует. Я когда-то вела татарскую свадьбу, и вот эти торги, продавание торта, это тоже отвратительная вообще вещь, если честно, вообще, детский сад. И оказалось, что, значит, друг на друга свалили. Свекровь думала, что теща принесет этот торт, закажет. Та думала, что свекровь. И вот так вот этого торта не было. И вот она психанула, начала злиться, мол, как же так, а где торт? Я говорю, давайте так, подождите секунду. Я попросила, там мальчик сбегал в кулинарию, принес пирог большой такой, яблочный. И я сделала совсем по-другому, что по нашей традиции, ну это так и есть, что разрезали пирог, а не торт. Потому что пирог – это символ семейного благополучия, любви между родственниками, сытой жизни, вообще там дом полная чаша. И вот этот пирог продали всем, и все были счастливы, рады, потому что было оригинально. Но из-за этого там чуть ли не подрались.
И вот сцена такая интересная. Парень, закавказская свадьба, разрезал этот торт, хотел угостить свою новоиспеченную жену, и тут прибегает мамань. Прибегает и тут же рот подставила, схватила с этой вилки этот торт. Сначала мама. Мама важнее, мама главнее. И девушка это обиделась, когда он хотел ее угостить, она отвернулась, и дружки подошли, его, значит, схватили на руки там и увели в сторону, мол, не обращай на нее внимания. Первый сигнал, что надо из этой семьи валить сразу же. Во-первых, абсолютно неуважение, это их праздник. Мамаша дала понять, я тут главная. Второй момент. Когда он мог сгладить это, мог как-то немножко по-другому объяснить, чтобы, она поняла, что вот это бестактное поведение матери, как-то, ладно, зато он меня любит, уважает. И когда он отвернулся, когда с друзьями ушел, что твои чувства вообще не важны, это очень такой, знаете, красный свет. Всю жизнь будет так. Ты скажешь, мне больно. Он скажет, да ладно тебе, хватит, опять начинаешь. Так умирает любовь. Она не превращается в ненависть, потому что ненависть тоже сильное чувство. Так умирает любовь. Теперь, я понимаю, что есть не очень хорошие, мягко говоря, снохи. Я когда сделала предсказание, сказала, что в этом году нехорошие свекрови уйдут. Много будет смертей среди таких лютых свекровей. Как меня закидали. А вот когда сноха вот там ходит, порчи делает, привороты делает, а вот сноха, когда идет... Я говорю, слушайте, вы что, себя узнали? Я лично, например, не испугалась. И многие другие свекрови тоже не испугались, то, что они в этом году помрут. Но те, кто испугался, он узнал себя. Я говорю, да мне плевать, ваши снохи куда ходят или не ходят, или это твоя больная фантазия. А если она так делает? А если вот так делает? А что ты испугалась сразу? То есть узнала себя, поняла, о чем речь. Смешно настолько наблюдать за этим. А если сноха плохая? Плохая, хорошая, я тебе говорю, в этом году свекрови будут умирать, которые не дают житья своим детям. Плохая там или хорошая, меня не волнует. Я сделала предсказание, оно сбудется, потому что все сбывается. Чего у вас задница загорелась так? И вот еще вопросы постоянно везде. Кто главнее? Мама или жена? И вот эти вот тупые бабы начинают снимать своих взрослых сыновей, которые уже женаты, задавая этот вопрос. Кто важнее? Вот в машину, если сядете, кто должен впереди сидеть? Жена или мама? Послушайте, уважаемые женщины, не всегда наши сыновья будут делать так, как нам хочется. Это понятно. Есть некая материнская ревность, обида. Думаешь, вот я вырастила, вложила, а он вот как-то вот там слушается, там, в другом месте. Но когда-нибудь ваша сноха тоже станет свекровью. Знаете, такое выражение? За нас наши внуки отомстят. Когда-нибудь она станет свекровью, она станет разумной, мудрой, станет старше и многое поменяет в своем мировоззрении. Но вы хотите быть незаменимы для своих сыновей. Знаете, сколько так мужчин остались одиноки, развелись, по 3-4 раза женились и разводились. Мамаша там управляла всем. И в итоге он просто остался вот этим бобырем. Ни туды, ни сюды, никому не нужен. И дети отвернулись. Вот жена дома скандалит, чтобы он не пил. Приходи к маме. Мамочка нальет.
Мамочка наливает. Она звонит ей и говорит: мама, почему вы так делаете? Я пытаюсь его отучить от этого, пытаюсь привести его в чувство, вернуть к жизни. Вы ему наливаете. Ой, ну прекращай, нашла тоже алкаша. Чё, не имеет права человек после работы 100 грамм выпить? Ну что здесь такого? Просто налила для аппетита, там угостила. Прекращай, перестань. Но ты прекрасно понимаешь, что со 100 грамм начинается его пьянство. Если он уже отошел от этого, если эта жена борется с ним, приводит его в чувство. Ты зачем, сука старая, наливаешь своему сыну, зная, что это его приведет к могиле? Потому что любая такая привычка, алкоголизм или там зависимость от каких-то веществ, он убивает рано или поздно. Что-то быстрее, что-то через некоторое время, но убивает. Ну что, мой сын не имеет права немного выпить, расслабиться, что здесь такого? Она замечательно понимает, в чем дело, но я вам скажу, почему она это делает. Чтобы он зависел от нее. Чтобы на фоне жены она была хорошая, безотказная, добрая, удобная мама. Жена говорит: работай, стремись, поднимайся. Мама говорит: ой, ну, успеется еще, он молодой, ну, погуляет немного, ну, что здесь такого? На Кавказе вообще говорят женам, когда она плачет от того, что муж начал изменять, свекровь, как правило, говорит так: а ты что, царица, что ли? Все изменяют, все мужики такие, ты что, такая вся царица, тебе не должны изменять? Она не говорит своему сыну: ты урод моральный. Почему ты причиняешь ей боль? Женщина доверила тебе свою судьбу. Она поверила в тебя. Это очень большая честь для мужчины. Мы сейчас говорим о нормальных женщинах. А мужчина причиняет боль. Почему? Потому что он знает, что вся семья, все родственники будут за него. Есть такая картина знаменитая. Извиняюсь, не помню автора. Называется «Медовый месяц». И там показана молодая жена, которая сидит, значит, двор такой. Она сидит, грустная, смотрит на мужа, который развлекается с собаками, играется. За спиной у него дуб, такое могучее дерево такое. Рядом калитка открыта. А со стороны жены все закрыто, тупик. И она с такими грустными глазами, с болью смотрит на него, на его безразличие. И картина на самом деле символичная очень. У нее тупик. Она не сможет ни изменить, ни найти другого. Ее осудит общество. Семья это не примет. А у него открытая калитка. Он может творить все, что хочет. Он мужчина. Собаки здесь символизируют развлечение, радость, которую он будет испытывать. И за спиной это дерево, могучее дерево, дуб, говорит о том, что его род, его семья будет за него. Что бы он ни сделал, его оправдают. А для женщины тупик. Понимаете? Поэтому у женщины и так мало прав на этой земле. Точнее, по Конституции они написаны, что ты имеешь право, имеешь, но не можешь их применить. И свекровь, она должна стать второй матерью. Близким человеком. Та, которая посоветует, поможет, защитит. А получается так, что она хочет быть первой, она хочет быть самой главной в жизни сына. У меня, знаете, вот такой ответ обычно на этот вопрос. Мама или жена? Я говорю, ну, может быть, ваш сын тогда с вами будет спать. Чё ж вы зря там деньги потратили, привели кого-то, свадьбу сыграли. Вместе живите, вам же хорошо, комфортно. Многие свекрови с удовольствием и с радостью наблюдают за тем, как сын поднимает руку на жену, унижает ее. Многие потакают этому, подливают масло в огонь. Многие свекрови специально сватаются
таким девушкам из бедной семьи, где нет опоры, где пьющий отец, где легкомысленная и глупая мамаша. Многие специально едут, например, на Кавказ, там сватают из такой семьи, скажем, неблагополучной девушку, привозят в Россию. Здесь с ней творят все, что хотят. И за нее никто не заступается. Во-первых, потому что обратно нельзя возвращаться. Во-вторых, потому что им выгодно, чтобы она здесь жила с ними. Они и деньги отправляют родителям, и помогают, конечно, упрекают, но все равно делают это. Не из добрых побуждений. Чтобы вот эту жертву держать вот в цепких таких своих когтях. Потому что родители тоже из-за своей выгоды скажут: терпи, надо терпеть, а что делать? Недавно смотрела, значит, интервью тоже из Кавказа. Вот я дочкам всегда говорю: надо терпеть, это надо прощать. Почему кто-то должен терпеть кого-то? Вот объясните мне. Не быть счастливой, не радоваться жизни, а терпеть. Тебе надо терпеть. Кого-то Вы понимаете, терпеть — это значит проглатывать боль, отказаться от себя, зарабатывать болезни, убить в себе желание жить и жить просто, дышать, существовать. Надо терпеть. Вот такие наставления дают матери. Отцы говорят: возвращаться некуда. Брат говорит: я за тебя заступаться не буду, он твой муж. Муж говорит: моя мать важнее, ты кто такая вообще? Мать говорит: я главнее, здесь я начальник. И получается озлобленная женщина, которая сама потом становится не самой лучшей свекровью, потому что обычно женщины так говорят: я терпела, и ты терпи. Ты не лучше меня. Чем ты лучше меня? Я знала таких свекровей, которые говорили: ты смотри на него, как он прям целует задницу своей жене. Его отец-то надо мной издевался, а он так прямо ходит вокруг. Я говорю: а вы разве не рады, что он со своей женой хорошо обращается? А чем она лучше меня? Понимаете? Меня били, пусть он и ее бьет. Почему я должна смотреть, как он ее любит? Ничего себе, она что, лучше меня, что ли? Уважаемые дорогие свекрови, мудрая свекровь, она наставляет сына. Мудрая свекровь не говорит о том, что ее золотой мальчик. Чаще всего: ой, мой-то сын, ой, сколько бы у меня не было там у него жен, а мама одна. Да твою мать, извините за выражение, с мамой, что ли, спать ему, с мамой жить? У них разная любовь к матери, материнская любовь, то есть как любовь как к матери, которая родила мама. К жене другая любовь, там страсть, там любовь как к женщине. К отцу третья любовь, к брату еще какая-то, к друзьям, к своим детям. Правда, мы за жизнь любим многих людей вокруг себя. Это же не значит, что ты или кто сядет впереди. Впереди должна сидеть жена, точка. А ты сядешь рядом со своим мужем впереди в машине, если уж на то пошло. Так положено и так правильно. Многие снохи не находят поддержки у матерей, и в конце концов разрушается семья. Нет там поддержки, там глухая стена, тебя не слышат. Ты объясняешь и говоришь, что ты мучаешься, что, вы знаете, ваш сын ведет себя неправильно, и все это разрушается. Я перестаю его любить, я не хочу уже с ним жить. Оттуда глухая тишина. Ничего, никакой реакции. Никто не говорит сыну ничего. И бывают моменты, когда, например, сноха начинает жаловаться, мол, скажите хоть что-нибудь. Вы же видите, что он издевается откровенно над нами. Это не семья. Я устала, и я скоро уйду. Потому что женщина очень-очень долго терпит. А потом ей становится безразлично, она просто уходит. И она говорит матери, что вы же мать, вы же заинтересованы, чтобы семья вашего сына состоялась. Скажите ему, это справедливо. То есть это действительно справедливая просьба. Ты мать, ты можешь повлиять на него. Если бы у него не было
ощущение, что за спиной есть адвокат, он бы так себя не вел. Но он знает, что бы он ни сделал, мама оправдает, мама поймет, мама покормит. Понимаете? Ему есть куда идти. Поэтому он не боится. Он не боится одиночества, он не боится всех потерять. И мать говорит: ну что я могу делать? Это ваша семья, я не могу туда вмешиваться. Ну что я буду ему говорить? Он меня не послушает, он уже взрослый человек. А на самом деле она не хочет быть плохой, она хочет быть хорошей всегда. У нее вот такая потребность во всем и всегда быть хорошей. И если вам кажется, что она не понимает ничего, и что она такая наивная женщина, простая, не осознает, что там происходит, или до нее не доходит, вы очень ошибаетесь. Это очень хитро сделанная женщина, которая хочет быть всегда хорошей в глазах своих сыновей. Понимаете? Она хорошая. И женам приводят пример. Вот моя мама так не сделает. Вот моя мама меня понимает. Она в жизни бы не упрекала меня этим, как ты говоришь. Мама у меня всегда меня поймет. Мама моя такое не скажет. Мама моя себе такое не позволит. Все время ставит пример. Почему? Потому что она создает эту видимость хорошей матери. Хорошая мать не та, которая видит, как разрушается жизнь, семья ее сына, и спокойно за этим наблюдает. Думая о том, что да, мой сын, он же такой, он же красавец, он интересный, он умный. Подобные женщины забывают, что чаще всего их сыновья такие красивые, умные, причесанные, одетые благодаря женам. Стоит этим женам отойти от них и уйти. Знаете, вот теряется такой талисман удачи, потому что мужчина получает энергию от природы и мироздания через женщину. Мужчина сам не умеет получать энергию. Почему мужчина так ищет женщину? Почему мужчина умирает после смерти жены за очень короткое время? Или живет очень тяжело и пьет? Почему мужчина сразу начинает выпивать? Почему у него дела идут через одно место, как только жена уходит? Я вам объясню. Мужчина не может получить энергию от мироздания. Только через женщину получает. Сначала через мать, потом через жену. Вот так вот создан он, понимаете? Это не энергия там любви или секса, или постели, не об этом речь. Вообще энергию мироздания. Вот женщина получает эту энергию мироздания. Ей подсказывают, приходят сны, приходят внутренние чувства, которыми она руководствуется и меняет свою жизнь. Она ближе к мирозданию. А у мужчины нет этой подключки к мирозданию. Нету, не существует. И получает он через женщину все. Через маму, через подругу, через хорошую знакомую. Подсказки. Вот как только у него появляется женщина, неважно, какая женщина, например, с матерью у них хорошие отношения. Если плохие отношения, опять же, не получает он эту энергию. Жену нашел хорошую, подругу, хорошую знакомую, даже шеф там у него женщина, и вот он приходит, советуется, даже через эту женщину он получает эту энергию мироздания. Как только появляется женщина в его жизни, наставник, вот путеводитель, даже самый умный мужчина не может добиваться успеха один. Не получается у него. За его спиной всегда стоит женщина, очень сильная. Друг эта женщина, коллега, любовница, неважно. Так вот ваши сыночки, корзиночки, золотые мальчики, сыночки, побрякушки, или как там их еще называют, загогуленьки. Ваши сыночки, одетые, обутые, красивые, пока рядом есть женщина, которая за этим всем следит, которая вовремя покупает вещи, которая заставляет его там иногда за собой ухаживать, потому что мужики, они такие неряхи, которая всегда чистит, всегда кормит, дает денег, если трудные минуты там он не может заработать. Женщина, которая всегда рядом, которая всегда поднимает его статус, которая его любит, оберегает. Если женщина скандалит с вашим сыном, это значит, эта женщина оберегает семью, значит, ей не безразлично. Пока она с ним скандалит, радуйтесь, что она бережет семью. Женщина всегда ссорится только с одним намерением – улучшить семейную жизнь. Она ссорится не потому, что ей делать нечего –
Не потому, что у нее месячные, это самое отвратительное, что говорят, типа, что, эти дни, что ли? То есть тебя не слышат, ты говоришь, мне больно, мне нехорошо. Человеку вообще параллельно, ты счастлива, несчастлива, все равно. Так вот, он такой не сам по себе, а потому что рядом достойная женщина. Просто ее работа, ее старания не видны. Это видно на нем, что он такой весь представительный, красивый, одетый, весь с иголочки. Это вот заслуга той самой женщины, потому что эта женщина, она и секретарь, она и бухгалтер должна рассчитать, сколько там нужно чего. Она и все это ЖКХ платит, не забывает. Она и знает, что любят дети, какими болезнями болеют. Она знает имена всех учителей, директоров. Она знает, сколько чего надо собрать в школу. Она знает, что надо купить, что уже старое, что надо заменить, что где чего надо, что перегорело. Понимаете, эта женщина берет функции все. Она обеспечивает тыл. Это бытовуха, это каждодневные стирки, очищение, убрать, почистить, собаки, кошки, всем налить воды, всех покормить, со всеми убрать, все это проветрить, очистить, все это постирать и так далее. У нее бесконечные функции. И если, дорогие свекровушки, ваш сын встретил женщину в наше время, создал семью, и эта женщина дает вам потомство вашему роду, и эта женщина скандалит с ним, пытается его исправить, помогите ей в этом деле, а не сидите как дуры старые, думать и снимать видео, кто главнее, я или жена, жена или я. Итог будет плачевный, когда женщина устает и говорит, пошли бы вы на Китайскую гору, в конце концов, я человек, я живой человек, мне тоже могут комплименты какие-то делать и так далее. Эти женщины, которые устают от ваших сыночек, корзиночек, которые полнеют, и полнеют не потому, что они жрут целыми днями, а потому, что они заедают этот стресс. Для того, чтобы не скандалить, женщина идет, ест что-нибудь сладкое. И она тихая, спокойно, все. Она получила свой вот этот гормон счастья и не скандалит. И вот так накапливается вес. Вес накапливается обычно у женщин, которые на себе тянут всю семью. Это не жир, это лишний вес, это лишние проблемы или трудности всех подряд, которые она тянет на себе, и она заедает этим. Значит, когда вы видите, что у вашей снохи потухший взгляд, усталость, нежелание жить, нет настроения, когда она скандалит с вашим сыном, возьмите его за шкирку, прижмите к стене, и начните с ним разговаривать, и объясните ему всю ситуацию, что вы не вечные, старые дуры. Вы уйдете, вы не вечно будете жить. Вашему сыну жить с этой женщиной. Жить. Когда моя бабка, мамина мать, поскандалила со своей снохой, и потом, значит, сестра ее, ну, в общем, заловки ее, начали там какое-то совещание затеяли, и одна из них, моя тетка, сказала... Я здесь, вообще-то это дом моего отца, я здесь хозяйка. Я говорю, ты хозяйка у себя там, в доме, в том, куда ты пошла замуж. Здесь ты никто. В смысле я никто? Я говорю, в самом прямом смысле. Когда твоя мать будет старой, когда она будет под себя ходить, вот эта вот женщина, которая здесь, которую вы обсуждаете, она будет за ней ухаживать, а не вы, хозяйки. Я говорю, ты здесь никто, поняла? Никогда больше не смей на нее повышать голос. Они на меня накинулись. Ты защищаешь чужого человека. Она не чужой человек, я говорю, больные дуры. Она не чужие вы уже. Потому что вы уже ушли, вы родили детей другим семьям, другому роду. Вы здесь никто. Вы гости здесь. Приходите как гости. Не смейте без разрешения ничего брать, забирать, спрашивайте. И уважайте человека, который является хозяйкой этой семьи. Прошли годы. Моя бабка действительно постарела, заболела. И кто за ней ухаживал? Сноха. Что, мои тетки пришли оттуда, одна с Армении, другая, хрен знает, с Греции, ухаживать за ней? Черт из два. Все куда-то слились, у всех свои дела. Ухаживала сноха. Та самая, которую называли чужой, которая здесь никто, понимаете? Это скотское отношение. Так нельзя делать. Так нельзя делать не только потому, что о тебе плохая память останется у снохи, у внуков.
Так нельзя делать, потому что ты человек. Если у тебя есть совесть, и ты видишь, что твой сын мучает эту живую душу, и ты делаешь вид, что ты ничего не замечаешь, то твой сын потеряет одну семью, вторую семью, везде будут разбросанные дети, никому не нужные. И в итоге он состарится рядом с тобой, никому не нужен. А когда ты помрешь, он станет бомжом. Как можно вообще сравнивать, понимаете? И вот или это идиотское, маму любишь или папу любишь? Папу любишь или... Да как можно, что означает, мама умрет или папа? Выбирай, которому лучше помереть. Ребенку нужен и отец, и мать. Мать нужна, чтобы дать мудрость, учить, любить. Отец нужен, чтобы где-то быть пожестче, где-то воспитывать. Я когда смотрела, как с папами дети маленькие, мальчики смотрят футбол, знаете, как приятно. Они ощущают эту любовь отца. Отец нужен. И то, что говорят, что не обязательно, главное, что мама, это неправда. Да, ребенок сирота, когда матери нет. Когда отца нет, он сиротой называться не может, потому что есть мать. Мать – это очень могущественная сила. Но и без папы тяжело, понимаете? Он те навыки, которые должен получить от отца, он не получает. И вот эти вот прекрасные свекрови, даже сейчас смотрю, вот началась война, и многие скинули свои маски, показали, кто они есть. Когда они бегом бегут в эти военкоматы, забирают все деньги до последней копейки, понимаете? Зная, что у него есть семья, да твою мать, от твоего сына остался только вот этот ребенок, продолжитель. Тебе-то сколько еще жить? Ты что, с собой заберешь на тот свет? Ты грабишь своего внука. Неужели ты не понимаешь, что это единственная память, что осталась от твоего ребенка? Это его генетическое продолжение, копия иногда. Дети иногда копии очень похожи. Знаете, природа так распределилась, что мужчины, которые гибнут или должны погибать, вот как ни странно, эти дети очень похожи, как будто идет замена в этом мире, его замена, вот его образ сохраняется в жизни, в мире, очень похожи на своих отцов. Дети погибших мужчин, как правило. И когда эти свекрови бегают за этими деньгами, мне так отвратительно просто. Я понимаю, да, это положено, должны получать. Они начинают судиться с этим, начинают доказывать, это не наш внук. До этого был их внук, а теперь вот деньги надо получить, это уже... как вот это возможно? Это единственное, что у тебя осталось от него. Дорогие женщины, если вы не хотите своих сыновей отпустить от себя, то, наверное, с детства учите их тому, что он должен жениться на маме, с мамой жить. Пусть они уже привыкают к тому, что они, кроме вас, никого нету. И вот это тупое выражение. Жен может быть много, мама одна. Почему жен должно быть много? Почему? Почему вы взращиваете уже бабника, безответственное существо, который гарем плодит? Вот много должно быть жен. Не должно быть много жен. Жена должна быть одна. Пускай, ладно, не получилось, там несколько раз женился человек, бывает. Но вы почему вот вкладываете в голову своего сына, что у тебя много должно быть жен, а мама всегда одна? Но это безумие. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вы делаете своих детей несчастными, понимаете? Очень несчастными. Вместо того, чтобы, наоборот, показать всем своим видом важность жены в доме, проявлять к ней уважение, учить, объяснять по-человечески, как мать, вы творите такую дичь. Я вот просто вот из этих... свадьба была, по-моему, в Кабардино-Балкарии, что ли, когда тетка вышла, сестра свекра, и как начала: скажи спасибо, что тебя вообще приняли в эту семью, чтобы я не видела у тебя на лице, чтобы не было улыбки. Утром встаешь, улыбаешься и служишь моему брату как положено. Да я... А сама выглядит как зечка. Понимаете, вещи, одежда такая, и нарочно надела белые платья, потому что белый цвет не надевают на свадьбе. На свадьбе белая только невеста. Это абсолютная наглость и подлость так себя вести. И я думаю, после таких слов, если родители ее не встали, не плюнули и не забрали свою дочь, значит, они дураки. Ничего хорошего в семье в эту девочку не ждет.
изначально показывай презрение к ней, скажи спасибо, что тебя приняли сюда, в эту королевскую семью, понимаешь? И она дальше живет. Жалко мне таких девочек, правда. Они надеются до последнего, они любят. Они не могут уйти, но время показывает, что в этих семьях ничего хорошего их не ожидает. Принимайте эту девочку как свою. Она приходит, становится частью вашего рода. Она не чужая. Даже в тюркских языках вот то же самое. Смотришь вот эти келинки, например, да, это снохи. Ну вот азиатские снохи и так далее. Слово гелин означает пришедшая, та, которая чужая, чужеродная. Эти бедные девочки должны с утра встать в 5 утра, за всеми убирать, за всеми чистить, за все. И любой намек, что я хочу жить отдельно, муж воспринимает как угрозу. В конце концов, эта бедная женщина становится просто, ну, как бы загнанной, уставшей. Ей не до секса, не до нежности, не до любви. Вот дома 15 человек, старики, там, свекор, отец свекра, дед, дедов брат, их незамужняя старая бабушка и так далее. Человек 15 вместе с детьми, со всеми. Она, значит, должна за всеми ухаживать. И после всего этот мужик приходит ночью и хочет любви, понимаете? Хочет нежности. Какая нежность может быть с этими стариками весь день? То мой, стирай, убирай, чисти. Значит, устаешь просто, у тебя нервы, тебя трясет, тебе никто не помогает. Ты только родила, приходят 500 человек, ты должна, все это, столы накрыты, потом они уходят, ты должна, еле ковыляя, значит, ногами это все мыть, чистить. И ни один человек, ни одна тварь не думает. Она же родила только что. Человеку нужно спать, отдыхать. У нее ребенок маленький, ночью будет вставать. В конце концов, они не выдерживают просто этой нагрузки, начинают ругаться. Ругаются, мужик что делает? Помогает ей? Нет. Мужик сразу ищет легкие варианты. И вот она оставляет эту, значит, домашнюю прислугу караулить стариков, мыть и чистить за ними и стирать их трусы. И сам идет к женщине, которая свободна, в любовники. Вот у нее там или взрослые дети есть, она свободна, она работает, она ничего не требует, ей нужен только секс и больше ничего. И приходит момент и говорит: ты старая, ты такая, ты неинтересная, ты грубая, любви нету. Ты из женщины делаешь спецназовца, просто вот бойца невидимого фронта, которая должна воевать просто, думать о детях, думать, что готовить, как убрать, что делать, как, чего, успеть туда, успеть сюда, деньги сэкономить. Ты из нее делаешь просто спецагента, и потом хочешь нежности, любви. Она думает не о постели, она думает не о вещах, не о помаде, не о кольцах. Она думает о том, как сэкономить, как на себе сэкономить, как перетерпеть, не купить себе лишние таблетки от боли, потому что ребенку в школу надо отдать, а папаша говорит: у меня нету, я пока не могу. Понимаете подлость ситуации? И при всем этом маманя говорит: ты что, королева, что ли? Королева! Мне изменяли, и тебе будут изменять. С чем ты лучше? И вот так рушится институт семьи. Женщины стали разводиться не потому, что они стали избалованы, как некоторые говорят. Вот раньше-то, в наше время женщины-то не разводились, потому что в ваше время это было не принято. Как только у них появилась возможность развестись, они стали разводиться. Потому что невыносимо бывает жить в семье. Невыносимо. Семья – это любовь. Я тебе в этом помогу, а ты в том. Ты иди поспи, я уберу. Я посижу с детьми, иди отдыхай. Понимаете, я с детьми останусь пару дней. Молодые, уезжайте где-нибудь, отдыхайте вместе. Это семья. А не то, что ты ишак сутками, давай ишачь, мой, стирай, чисти, готовь, все делай, терпи оскорбления от своего мужа. Мама здесь главная, ты здесь никто, я впереди буду сидеть, я буду командовать, деньги мне сюда. Что надо, сама там как-нибудь купи, иди у родителей проси. Это разве семья? Не отдавая женщине ничего, требовать от нее все и побольше, это невыносимо. Это невыносимо. И потом, мужчина, который что-то употребляет или пьет, какой он муж? Он
Он просто как бы выбивается из жизни. Это не хозяин, это не отец, это не мужик, это не друг, это не партнер, это никто. Это тело, которое приходит, валяется, храпит, мат-перемат, принесите пожрать, что дети кричат, дайте мне поспать, поспал, захрапел, деньги давай сюда, мне надо с мужиками куда-то поехать, поехал к каким-то бабам. Вот, это муж. Муж – это опора, дорогие мои, за мужем, за его спиной, защита. Когда женщина плачет, и он говорит: я решу проблему, не переживай. Что нужно, скажи, все сделаем, не волнуйся. Вот муж, а не тот, который: да, это твои проблемы, да мне это не интересно, да что ты, блин, достала, опять начинаешь. Вы думаете, они не понимают, что они делают? Прекрасно осознают, они все делают продуманно. Они тебе говорят эти слова, чтобы ты не подходила больше. Когда из-за малейшей просьбы тебя оскорбляют, ты в следующий раз не подойдешь, не попросишь ничего, правда? Потому что ты уже рассматриваешь его как угрозу. И о какой любви, о каком постели может идти речь, если женщина болеет, если ей тяжело, если он ее обидел, если она хотела платье, не смогла накопить, купить, и ей больно. Она не говорит ему, потому что он все равно не поймет. И приходит это животное и говорит: дай мне, ты обязана, это твой долг супружеский, твою мать. Ты что, не понимаешь, что я мужик, мне это надо? Вот ты вот не даешь, я пойду другую найду из-за этого. Это все из-за тебя. Валит на тебя это все. Знаете, это как разбил вазу. Не он виноват, что разбил, а ты виновата, что не туда поставила. Ты виновата, что ты без настроения. Ты виновата, что ты болеешь. Ты виновата, что ты устала. И при всем этом сверху мамаша так радостно хихикая потирает руки. Я главная, вот так вот тебе, сучка. Ты что, думала, придешь, тут будешь хозяйкой, что ли? И чего вы добьетесь? Ну, чего вы добьетесь? Она уйдет. Рано или поздно она станет умнее, сильнее, старше. Как правило, женщины, понимая, что попали в капкан, что от родителей толку никакого нет, что окружение такое, никто не поможет, одним словом. Все обещают, и все это туфта. Она просто начинает делать что? Она начинает зарабатывать. Все женщины, которые ушли из таких семей, они вам скажут, первый шаг был заработать свои деньги. Делать тайком. Потому что им не нужно, чтобы ты зарабатывала, ты должна от них зависеть. Многие мужики же говорят: моя жена работать не должна. А кто должен меня обхаживать? Да, не должна работать, чтобы посвятила мне всю свою жизнь, а я потом ушел к любовнице и оставил ее на улице. А у нее ни образования, ни денег, ни мозгов, ничего нет. Многие женщины начинают зарабатывать. Идут тайком на какие-то курсы. Потом со скандалом добивается того, что пойду заработаю. У свекрови глазки блестят. Она может согласиться. Почему? Потому что там деньги. Она скажет: мама, я хоть заработаю, немного помогу в семье, там деньги принесу. Деньги. У таких одни деньги в глазах. Хорошо, раз деньги, как там говорит свекруха Жориковна, раз уж деньги, давай иди работай. И она потихоньку, по чуть-чуть откладывает. Потом, глядишь, там сняла квартиру или тайком взяла ипотеку. Но чаще всего снимают квартиру, потому что ипотека – это как бы потом делить надо с этим товарищем. И в один момент все просто ахнули, ее нету дома. Позвонили туда-сюда, я ушла. Она уходит тихо и спокойно, без скандалов. Она просто уходит, все. Постепенно вещи свои перевезла потихонечку и исчезла. И вот сидит эта Жориковна. Через некоторое время сынок начинает пить, начинает скандалить, потому что ему не хватает этой женской энергии, о которой я говорю. Он получает только от вселенной, то есть от женщины получает эту энергию. Через женщину фильтруется, отдается мужчине. Все, нет у него ничего, он начал пить, он начал ее обвинять. И Жориковна начинает звонить. Доченька, как-никак семья, соединяйтесь, потому что ей нужно этот груз на тебя скинуть, на тебя, дуру, еще раз скинуть.
Ей не интересно, ей не хочется это все. Она же раньше думала, что это заслуга сыночки, что у него все хорошо в жизни. Она же не хотела понимать, что это твоя заслуга, что дома чисто, что есть еда, что дети сытые, одетые, что ты как-то экономишь и как-нибудь выживаешь. Она же раньше не хотела это понимать. Она думала, это мой корзиночка все делает, а она там не знаю кто. Все деньги себе прикарманила. Вот если бы не она, мы бы сейчас миллиардеры были. Тратить, наверное, на Мальдивы ездить тайком. И в какой-то момент она понимает, твою мать, весь груз теперь на моих плечах. Что будем делать? Сыночка пьет, материт всех, денег нету, готовить некому, гладить некому. Он вечно недовольный, он все время что-то не то. Потом начинает сын обвинять. Ты виновата, ты разбила мою семью. Так и скажет он вам. Вот эти мамаши, которые, я главнее, я самая старшая жена, любимая. Он обязательно тебе это выскажет. Это ты сделала. Ты сделала все, чтобы мы расстались. И живи потом с этим. И что происходит? Она начинает просить, вернись, Машенька, Маринка, там, Каринка, вернись, моя хорошая. Ну, с кем не бывает, это семья. А Маринка уже умная, она не дура. Она понимает, что не, идите вы лесом со своими сыночками. Как говорится, 20 сантиметров полно. Вон, если захотеть, через дорогу перейди, их полно. Ходячих этих полным-полно. Чего ей не хватает? Любви она не видела, нежности не видела, заботы нет, деньги сейчас тратит на себя, на детей. Он не нужен, он никто. Он показал, что он труп, живой труп и более ничего. Какой резон ей вернуться в этот ад? Она не вернется. И что вы будете со своим сыном делать? Жените его еще раз. Это тоже будет плохая. Это тоже будет гулящая, такая-сякая. Через некоторое время обязательно. История повторится. Или там ребенок родится, или не родится, неважно. Опять разведется. Пройдет время, он опять с кем-нибудь. И чем дальше, тем эти женщины будут ниже по социальному статусу, потому что он же стареет, он начинает пить, он уже становится беззубый, он уже становится помятый. И понятное дело, что если тогда были такие красотки-королевы, теперь уже будут такие вокзальные шлюшки. И он будет приводить, потом в конце начнет пить и тебя бить, потому что он никому не нужный. Он понял, что у него ничего не получается. И ты, маманя, добьешься того, чего хотела. Ты будешь единственная женщина в его жизни. Поздравляю. Задумайтесь над этим. Радуйтесь, благодарите небеса за то, что ваш сын женился, что у него есть семья, у него есть дети, что у него есть достаток. Помогите своей снохе улучшить семейную жизнь вашего сына, а не уничтожить. У вас своя жизнь, живите своей жизнью, дайте молодым жить. Даже если она вам не нравится, если она беспутная, рано или поздно они расстанутся. Найдет он ту, которая вам понравится, в конце концов. Но если это нормальная девушка, зачем вы ее мучаете? Или вы думаете, что терпение женщин бесконечно? Вы же тоже женщины. Вот вам понравится, если ваша дочь точно так же вот попадет в такую же семью, где ее будут мучить. Подумайте об этом. Знаете, такой анекдот. Сидит женщина и сплетничает со своими подружками. Представляете, сноха моя, наглая такая тварь, говорит моему сыночке, деньги соберем, поедем, отдохнем куда-нибудь, хоть в Сочи. А что ты мне бриллианты не даришь? А я шубу хочу. Ой-ой-ой, как ей не стыдно. Ты представляешь, как мучает моего сыночка? И переходит, значит, к дочери. А у меня зятёк такой золотой парень. И дочку мою отвез там в Сочи, отдохнули. И бриллиант подарил, и шубу подарил. Такой хороший мальчик. Я прям не нарадуюсь. Понимаете? Когда дело касается твоей дочери, ты хочешь, чтобы ее обеспечили, любили, уделяли внимание, чтобы свекровь туда не лезла. Но сама ты что творишь, женщина? Дорогие матери, отключайте свою ревность. Посмотрите трезво на своих невесток. И ваши сыновья не такие уж они золотые мальчики, как вам кажется. Это он для тебя золотой парень, а у него огромное количество минусов. Вот я, например, буду счастлива, если мой сын найдет хорошую девушку,
И эта девушка будет терпеть и жить с ним, потому что у него жуткий характер, у него тяжелый характер козерога. Он как дед старый, нудный, как там, душнило говорят, или как на современном. Он такой, да, он очень умный мальчик, начитан, много знает, но у него нудный характер, и не каждая женщина может с таким человеком жить. И если он найдет такую девушку, то есть он нашел, имеется в виду, если получится у них, она у нас пианистка, она музыкант, очень культурная девушка, может, потерпит его. Но я, по крайней мере, сделаю со своей стороны все возможное и в материальном, и во всем, чтобы поддержать этот брак. Потому что с моим сыном нелегко жить. И я это очень трезво понимаю, оцениваю и вижу. Понимаете? И я не посмею туда лезть. По крайней мере, постараюсь. Но такие вопросы ставить, мать или жена, я никогда не поставлю такой идиотский вопрос. Мать на своем месте, жена на своем месте. Мать не желают, а жену желают. Хотя бы в этом есть разница, понимаете? Надо понимать, у кого какая роль. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Дорогие свекрухочки, уважения не требуют, уважения заслуживают. Есть такие свекрови. У одной из моих теток такая была свекровь, и она сказала, что я ее любила больше, чем свою мать. Всему научила ее. Очень мягко, очень по-человечески. Мы всегда ездили к ним. Она просто замечательная женщина. И гречанка она, кстати, была. Звали София, но имя ей дали в детстве Чичек. Тюрки, которые жили по соседству. Это означает цветочек. Она красивая была очень. И вот ее так назвали. Очень замечательная, очень добродушная женщина. Ни разу не подняла голос, ни разу ничем не обидела ее. Она ее обожала просто. Вот она мама. Понимаете? И все сделала для того, чтобы у них семья состоялась. Поступайте правильно, мудро. Дайте своим детям жить своей жизнью. И радуйтесь, что рядом с ними есть женщина, которая полюбила вашего сына всеми минусами и плюсами. Всем удачи!